Всем привет-привет, дорогие мои друзья-художники! Рада вас приветствовать на канале Мари Арт Живопись маслом. Сегодня мы напишем такой вот сюжетик «Девушка в садовых цветах». Будем писать пастозно, холстик квадратный у меня 30 на 30, но хорошо будет смотреться на большом каком-нибудь квадратном холсте эта работа. У меня, к сожалению, большего не нашлось. Так что, если что, смело берите большой холст. Это будет даже лучше и круче. Подписывайтесь на канал, если не подписаны. Включайте колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Ну а мы с вами приступаем. Разбавитель я буду использовать White Spirit без запаха. Беру кисть щетинку. Такая форма язычок. Она плоская, закругленная на кончике. Похожа на язычок, поэтому так и называется. Смешиваю английская красная, желтенькая, неаполитанская желтая. Белила не используем пока, чтобы не высветлить. И вот таким вот свободными мазочками на большом количестве разбавителя. Смотрите по клеткам, где именно, сколько частей занимает, какую площадь в этих клетках лицо. Свободно так вот разнообразными мазочками заполняю. Мне нужно найти сейчас вот это вот большое пятно, именно вот где тело, лицо, шея, плечи, то есть примерно показать. Добавляю чуть-чуть в этот оттенок коричневого. Я оттенила немножко подбородочек, да, шею вот от лица, то есть теневая там падает. Добавляю в этот оттенок охры, делаю такой более светлый, также на большом количестве разбавителя, и намечаю силуэты цветочков. Мазочки, как вот напоминающие, типа в детстве мы солнышко, да, писали, что-то такое. Более такой красноватый оттенок намечаю серединки, чтобы они слегка потемнее были. Беру охру, неаполитанку. Также на большом количестве разбавителя намечаю другой цветочек. То есть они у нас будут немного разных оттеночков. Те, которые потемнее, я наметила такие вот более охристо-красные. Здесь уже с неаполитанкой. Довольно-таки крупные. Добавляю, делаю оранжевый, да, желтенького, красненького. Сюда же опять неаполитанки. Вот этот тут будет цветочек, но я его потом уберу. В углу цветок, он будет у нас уголок потемнее, к низу посветлее. Делаю голубой оттеночек, но не чистый голубой, а такой грязноватый. Подмешиваю в него капельку коричневого. Нежненький оттенок должен быть, но грязноватый. И где будут светлые белые цветы, там намечаю вот этим цветом. Смело захожу на предыдущие цветы, на там, где у нас подразумевается лицо будет, подмешивается английская красная, еще больше грязнит этот оттенок, то есть не переживайте, это даже нормально, хорошо. Нам нужен такой вот грязноватый оттеночек. И вот такими коротенькими мазочками, что-то напоминающее цветочки, да, пятнышки такие ставлю. Беру в белесо-голубой, добавляю коричневый, белил, такой вот должен быть коричнево-серый оттеночек. Тоже очень жиденько, видите, даже холст просвечивается. Пытаюсь уже подправить линию лица, заполняю фон. Очень-очень жиденько. Нам главное сейчас уйти от белого холста. Кисть протерла, голубая ФЦ и коричневый дают такой зеленоватый оттеночек. Вот промежуточки между цветами, там где у нас будут листочки, где-то вот теневые показываю. Наношу темные мазочки. Кисть протерла, беру красненький, английская красная, серединки у цветочков намечаю. Также у беленьких, там, где они видны. Английская красная, охра, неаполитанка. Начинаем чуть-чуть коричневой.
намечаю теневые места там, где носик будет, пока пятном, таким вот пятнышком там, где губы, там, где носик. Английская красная с капелькой коричневого, этой же кисточкой. Внизу будет такая вот теневая на лице. Дальше, ближе к носику, да, мы идем уже посветлее, добавляем и неаполитанку, делаем более светлые оттеночки. Что касаемо носика, вот подбородочек, да, у нас выпирающая часть, делаем посветлее. Высветляем постепенно. Что касаемо носика, вот помню себя, когда я начинала рисовать портреты, такая вот ошибка у меня была, но я до всего как бы ни в художках нигде я не училась, да, как бы подсказать мне некому было. И я всегда почему-то вот эти вот крылья носа пыталась обрисовать. Потом со временем, с практикой, ну, как бы дошло до меня, что этого делать не надо. Вот я намечаю губки. По сути, это, в принципе, мы оттеняем, теневая у нас. Мы прокладываем темное пятно носа, и рядом то, что у нас вот светлые части, да, уже попадающие на солнышко, более выпирающие, светленькие, они как бы и задают вот этот контур носа. Чистой коричневой намечаю ноздрички. Что по поводу губ, вот еще хотелось бы сказать. Смотрите, у нас идет такая как бы не особо простая, да, поворот головы. То есть самый простой ракурс — это когда человек смотрит на нас. Вот видите, я теневой задаю, то есть носик, он у нас выпирающая часть, он посветлее, и теневая там в глубине как бы задает этот объем. Плюс потом блечочки, и будет все хорошо. Вот, что по поводу ракурса, то есть смотрите, чтобы губки также у нас были под наклоном, не делайте их ровно. Отходите, смотрите, еще хорошо показывать работу в зеркало. То есть поднесите к зеркалу и посмотрите, будет сразу, вот я не знаю, с чем связан этот эффект, но видно сразу, либо через камеру телефона. Вот интересный такой прием. Я вот честно сама не пойму, как это работает, но это работает. Английской красной под цветами вот на кожу чуть-чуть прокладываю теневую, потому как от цветов будет падать теневая. Вот блечочки посветлее я ставлю на носик. Видите, постепенно я высветляю и добиваюсь как бы нужного результата. Также вот обратите внимание, сейчас вот носик, да, вот он не то. Вот что-то не то, какой-то вот он не похож, да, на носик, потому что нужно нам вот под нос проложить слегка теневую, то есть под даже саму ноздричку, то есть он не заканчивается так вот ровно, то есть там еще под ноздрёй будет слегка теневая, и ее слегка растушевываю. Вот возьму кисточку щетинку такую вот маленькую, вы ее уже видели в мастер-классах. И пастозненько уже выкладываю более такие вот как бы уже деликатно, да, как бы мелкие детали. Вот здесь я тоже, у меня не было возможности отойти показать работу к зеркалу, и правый уголок губ у меня, увидите в конце на работе, что немного опущен. Но потом, когда я уже видео записала, поднесла к зеркалу и как бы посмотрела, я увидела эту ошибку, и внизу вот в правом углу вы уже видите подправленную работу, то есть я этот уголок губ просто убрала, как бы стерла, да, подняла его чуть-чуть, и результат сразу стал другим. А когда сидите близко, как бы не особо видно. Вот сейчас на видео это видно, да, что вот как бы не так. А когда находишься близко к работе, это не особо заметно.
Вот постепенно я прорабатываю носик. Также губки, смотрите, нижняя губка, она у нас выпирающая. Под ней будет теневая. Тоже обязательно. Вот еще более пастотненько светлые участки я закладываю на носик. Носик у нас самая выпирающая часть, да, и там может быть блечок. Вот теневая под губкой. Пока так вот темно я проложила. Также вот эта вот ложбиночка от носика, да, между губок должна быть кончик носика и верхняя губа, там где у нас вот эта ямочка идет, да, они должны быть как бы на одной линии. То есть это тоже, если будут какие-то смещения, это сразу вот будет видно, что не так построено лицо. Английская красная с коричневым дала теневую на шейку от линии подбородка, да, вот это падает от лица, более потемнее. Вот здесь плечика также темненькая. Девочка у нас такая смугленькая, мулаточка. Это плечо у нас в тени, часть плеча мы видим. А следующая с добавлением неаполитанской желтой слегка посветлее делаем. То есть нюанс такой, как бы не сильно высветляйте его, но немного светлее. И для высветления лучше использовать вот неаполитанку именно, а не белила. Делаю еще светлее оттеночек. Шеечка у нас будет совсем такая освещенная прям. Видите, плавные такие вот, плечо темное, чуть-чуть светлее и шейка посветлее. Теневую границу прохожу по стыку со светом, мягенько ее как бы растушевываем. Также прокладываю теневую от цветов. Подбородочек высветляю. Здесь я беру уже чистое белила, но на кисточке у меня коричневые оттенки. И уже имеется красочка на самом, да, подбородке, на всей девушке. Она подмешивается. И постепенно так вот высветляю. Прокладываю опять теневую от цветов, падающую. Более темнее очертила границу вот там, где шейка у нас, плечо. Еще добавляю почетче тень от цветов. Использую большую кисть, не берите маленькую. Маленькой вы начнете невольно детализировать, вот эти вот, пытаться искать какие-то от листочков тени эту, и это будет заметно. А большая кисть, она более такие, конечно, оставляет интересные какие-то тень эту более естественную от листвы, от цветов. Подчеркнула вот губки белилками. На нижней губе, так как она у нас пухленькая, выпирающая, ставим на ней блечок. Поправляю губки. Также, что касается вот зубов, она у нас, да, рот приоткрыла. Вот это тоже очень такой сложный момент в рисовании губ. Не советую вам делать чистым белым. То есть пускай он будет подпачкан либо каким-то коричневатым, либо каким-то такой вот, знаете, оттенок нежно-персиковый, что-то вот такое. Но ни в коем случае не белые, не чисто белые. Беру чисто неаполитанскую и пастозно набираю много красочки на кисточку и выкладываю, прям вот именно не прокрашиваю, а выкладываю краску, лепестки цветов. Что-то такие цветы, не знаю, интересные, напоминающие подсолнухи.
полностью вот тот предыдущий подмалевок я не закрашиваю, то есть он кое-где будет виднеться, то есть и не заморачивайтесь, не пытайтесь его там полностью закрыть. Прям вот пастозно видно борозды от щетинки, вот как красочка наносится, остаются такие вот бороздочки от щетины. То есть в этом случае тоже синтетику брать прям вот категорически не рекомендую. Она не наносит краску пастозно, она ее выглаживает. То есть это очень мягкая кисть для данной вот техники. И плюс ко всему, чтобы получились цветы вот именно так вот ярко, краску нужно наносить пастозно, что синтетикой будет сделать очень сложно. Вот этот цветочек тоже, нижние лепесточки я наметила неаполитанской, такой вот английская красная с красным, верхний край. Для чего это тоже нужно? Это нужно для объема и для того, что я уже как-то говорила, что у нас мы картину, да, у нас центр композиции здесь, нам нужно его выделить, да, в любой картине нам нужно его выделить и акцент сделать на него. То есть у нас не должна быть равномерно прописана вся картина, то есть каждый цветочек выписанный, то есть во всех уголках картины одинаково. Края, углы картины мы обычно затеняем и минимум акцента туда делаем. Здесь у нас девушка, да, как бы центр композиции, и поэтому обратите внимание вот на готовой работе. У нас все яркие цветы около лица, а остальные более такие темные, приглушенные. Вот коричневый с голубой ФЦ я проставила серединки. На край кисточки нанесла по контуру так вот макательно, оставила такие вот как бы отпечаточки. Сделала такие вот серединки. Голубая ФЦ с белилками сильно не вымешиваю, чтобы оставались такие вот и, видите, мазочки и белый, и голубой, как бы такие вот двойные. Разбрасываю тоже какие-то там типа мелкие цветочки разными мазочками, побольше, поменьше. Заполняю. И вот поэтому мы этот угловой цветочек, что касаемо, да, фона, то есть мы его в углу затемнили, а сюда ближе к лицу сделали посветлее. Прям вот набиваю на кисточку, не плоско набираю, а знаете, прям вот постучите кисточкой о неаполитанку и серединки вот так вот прокладываю светлым, а потом уже набираю на кисть, на край кисти красный чистый, более пастозно, и прям такими кляксочками оставляю. Неаполитанская сквозь этот красный кое-где виднеется. Вот так вот заполняю. Возвращаюсь опять к девушке. Смотрю теневую. Шейку вот здесь повыше сделаю, оттеню, чтобы она не была такая вытянута. Вот плечико еще чуть-чуть высветляю неаполитанской. Когда появляются уже яркие цветы, уже становится видно, что надо высветлить. То есть работаем над всей картиной сразу. Неаполитанская с белилами. Вот этот цветочек у него с правого края будет как бы такая два ряда лепесточков видно. Поверх того пастозного слоя прям красочки очень много набираем и выкладываем следующие. Опять-таки тоже полностью не закрываем предыдущие лепесточки, которые у нас с неаполитанкой были выложены. То есть где-то между них, то есть это как бы получается второй ряд лепестков, более освещенный. Подхожу, видите, я промокнула около серединки. То есть внизу у нас более темные, да, неаполитанские, там подразумевается, что теневая падает. Где-то даже в этот разбеленный неаполитанский добавляю желтенькой, только чуть-чуть. И выкладываю. Вот подмешивается голубой, кисть постепенно, постоянно, не постепенно, постоянно протираю, чтобы не зазеленил.
Следующий цветочек. Прорабатываю все то же самое. То есть полностью охристые оттенки предыдущие наши не закрываю, а работаю сверху между ними. И вот здесь уже менее пастозно, видите, подмешивается тот темный, и он уже как бы сам по себе получается, что в углу более затемнен цветочек. И этим же цветом высветляю, чуть-чуть пятнышки ставлю светлые на цветочках в ту сторону, смотрите, где у нас лицо. То есть как бы задавая направление, привлекая внимание зрителя, что у нас вот сюда, смотрите, да, центр композиции у нас здесь, лицо. То есть вот такие все нюансы, они как бы, их нужно учитывать. Делаю серый цвет, добавила голубую ФЦ, коричневую, красную, английскую красную, немножко желтый на белилах. И вот видите, такой прям жирной каплей, прям очень пастозно заполняю фон. Так что, видите, у нас как бы черного не было, да, а мы сделали серый. То есть намешали кучу всяких оттенков и сделали серый. То есть можно сделать фон посветлее, если хотите, добавить больше белил, более светленький будет. Но сильно не пересветлите, все-таки ярким акцентом должен у нас остаться все-таки вот это пятно цветов букета этого на голове. Желтый с красно-оранжевым цветом прорабатываю цветы, которые вот у нас подальше, да, которые потемнее. Здесь часть цветочка видно. Сверху мы прорисуем листочки, и будет такой вот выглядывающий. Нежно-нежно-голубой. В белилке капельку голубой ФЦ, уже без коричневым, чисто голубеньким. Полностью не перекрывая тот подмалевочек, это у нас будет теневая лепестков. Создаем интересные цветочки. Изгибы лепесточков всякие разные. Это у нас не ромашки, то есть не пытаемся сделать из них ромашки, а такие вот какие-то более сложные, двухъярусные, как бы, да, такие вот лепестки прокладываем. Вот этот цветок смотрит к низу, то есть где-то там вверху у нас будет его основание, и вот ведем к основанию. Представили, где оно у нас, и ведем мазочки, и чуть поменьше там под ним. Вот здесь кусочек светлого цветочка видно. Более голубоватый можно его сделать, так как он у нас край картины, да. Вот здесь тоже интересное направление. Посмотрите, одни лепесточки в одну сторону загнуты, другие в другую, но все стремятся к серединке. У этих светлых цветочков тоже обратите внимание, я поставила охристую серединку и темным не везде очертила по кругу, а так вот немножко. В желтый добавила немного коричневый, получается охристый оттенок. Вот еще один такой вариант, то есть если у вас нет охры, то можно обойтись и желтым с коричневым. Коричневая с голубой ФЦ уже более пастозно, вот очерчиваю, видите, поярче серединки. Блечочки ставлю чисто желтым. И пастозно беру белую красочку, маленькими точечками по вот этому нашему темному цвету ставлю такие вот точечки. Такая интересная получилась серединка. Голубая ФЦ с коричневым. Мне очень нравится такое сочетание для зелени, для темной такой зелени. Коричневый с голубой они начинают зеленить. И очень красивый такой оттенок получается. Посветлее, если хотите, можно добавить немножко желтой. Но листочки у нас довольно такие темные. Там, где они попадут, вот смешиваются с белилками, они сами по себе немножко высветлятся. Пускаем листья на лицо, на шейку. То есть видим, что у нас носик, да, одна курноска осталась, остальное все закрыто цветочками.
Вот здесь листочки в углу довольно-таки темные. Опять-таки их там не высветляем. Это угол картины, это не центр композиции. Между цветочками где-то темных моментов добавляю. Вот когда появляются темные листочки, видно, да, сразу, как начинает ярче смотреться картина. Вот как я вам говорила, что если хотите яркости, затемните. То есть около светлых мы добавляем темные пятна, и наши светлые цветы, контраст рядом, очень темная и очень светлая. И светлая смотрится намного ярче, чем, допустим, мы белый цветок нарисовали бы на каком-то нежном, к примеру, персиковом тоне, да, каком-нибудь бежевом таком светлом. И если мы, допустим, нарисуем белый цветок на черном фоне. И вот где мы хотим выделить, да, цветочки, там вот проложили какие-то темные пятнышки, листочки. Вот здесь тот цветочек, который был, я передумала его рисовать. Я просто поставила какие-то мазочки, что-то там, какой-то цветочек есть. Более таких персиковых оттенков и желтенького туда добавила между ними этой же темной зелени. Вот теневую под губкой я слегка высветляю подбородочек и теневую немножечко делаю помягче, растушевывая маленькой кисточкой. Поднимаю уголок, где-то пальчиком можно растушевать. На носик также еще блечочек добавляю. Прорабатываю лицо. Там, где губки у нас касаются, уголки губок тоже смыкаются, там будет теневая. Тоже аккуратненько даем это. Выемку посветлее сделала ямочку, где шейка, да, у нас. Также какую-то светлые участки на то плечико бросила на правое. Теневая от цветочков. И вот посмотрим поближе. Насколько пастозно, видите, прям выложена краска. Не, чтобы так вот выкладывать, сильно не давите на кисти. То есть легким прикосновением. Вот видите, уголок правый очень низко опущен. Потом я его, конечно, уберу. Так что на это обращайте внимание. В готовой работе уже он, конечно, подняла я его уже за кадром. Просто кисточкой стерла и подняла. Вот видите, здесь уже наклон другой. Спасибо за просмотр, друзья. Ставьте лайки этому видео. Поддержите канал, пожалуйста. Буду вам очень признательна. Я желаю всем вам отличного настроения, творческих успехов. А я на этом с вами прощаюсь. До скорой встречи. Пока-пока.